Здравствуйте, мои дорогие подписчики, гости канала. С вами Женя. Вы на моем канале «Счастье в нас самих». И сегодня, как практически каждую неделю, я стараюсь не пропускать. Иногда бывают ситуации, когда не получается, но, в принципе, практически каждую неделю. Самое важное, что было бы здорово знать по совету Таро. И сейчас это стихия воздух, знаки зодиака Близнецы, Весы и Водолеи. Не забывайте про ваш акцендент. В последнее время у меня появились несколько клиенток, и когда я рассчитываю у них акцендент и просматриваю их характер, что происходит, у них превалирует не их знак зодиака, а превалирует знак зодиака их акцендента. Вот настолько в момент рождения планеты так распорядились, так расположились, что именно акцендент влияет на характер. Не так свой знак, как знак акцендента. Поэтому акцендент влияет и на характер, и на состояние, и на мысли, и, соответственно, на то, что с вами происходит. Поэтому для полной картины смотрите свой знак зодиака и знак зодиака вашего акцендента, чтобы получить ответы на большее количество вопросов и действительно знать, что же делать, а что лучше всего на ту неделю избежать. Ну что, сосредоточьтесь, как всегда, на себе любимых, сделайте себе комплимент, похвалите себя и, конечно, обязательно улыбнитесь. Помните, улыбка улучшает жизнь. Ну а смех еще и продлевает жизнь, и это доказано учеными. Я уже не первый раз говорю, посмейтесь над проблемой, и вы увидите, как она, по крайней мере, перейдет в ранг задачи, и, соответственно, легче будет решаемо, и ваше состояние будет другим. В конце видео, как всегда, дополнительный совет и, конечно, исполнение желаний. Ну что, по одной карте на каждый знак зодиака и общий совет для стихии. Близнецы, смотрим. Самое важное для вас – это понимать, что вы готовы для построения больших планов. И карта говорит о том, что все события и ситуации, которые будут происходить в ближайшую неделю, покажут вам, что вы готовы на что-то большее, чем у вас есть сегодня. И только от того, насколько вы ощущаете свою готовность, по карте получается, что должно еще прийти ощущение готовности. Готовности к большему, чем то, что у вас есть. И ближайшая неделя больше всего, ярче всего будет ознаменована планированием. Планированием каких-то поездок, может быть, планированием каких-то событий, планированием каких-то проектов и встреч. Я не говорю, что в ближайшую неделю не будет никаких встреч, ничего же не остановится. Ваши каждодневные обязанности вы все равно будете выполнять. Но я же говорю, что будет такое ощущение, и карты советуют, чтобы вы стремились к чему-то большему, чем то, что у вас есть на сегодняшний день. Уже пришло время что-то менять и что-то планировать, говорит эта карта. Весы. Смотрим. Что же у вас? Вы неделя грез, неделя мечтаний, неделя именно
знаете, как вы будете оглядываться по сторонам и искать знаки исполнения каких-то желаний, достижения чего-то или решения каких-то вопросов. Смотрите, единственное предупреждение этой карты: неделя прекрасная. Раз вы будете пребывать в таком состоянии души, значит, то, что будет происходить вокруг вас, будет радовать глаз. Вам будет нравиться продвижения, которые будут происходить в ближайшую неделю, встречи, которые будут происходить в вашу неделю. Для некоторых из вас даже может сбыться вот желание увидеть кого-то. У вас есть какое-то определенное желание увидеть человека, это не у всех, но у некоторых, которого вы давно не видели, но не было никаких ссор, никаких скандалов, вот просто по какой-то причине разошлись пути, вы вспомните человека, и вам очень захочется этого человека увидеть. И вот я хочу сказать, что для некоторых из вас это желание и исполнится. Единственное предупреждение: я отошла от вот этой мысли, когда я объясняла еще, что я вижу. Единственное предупреждение – это помните, что мечтания, грезы и проговаривание ваших желаний не приведут к исполнению. Очень редко, когда без ваших действий желания будут исполнены. Все равно нужно двигаться и что-то делать для исполнения вашего желания, для изменений, для улучшений, для целей. Всегда надо что-то делать, иначе эти желания останутся на уровне грез, и ничего в вашей жизни не поменяется. Весы, мои дорогие, вам очень тяжело принимать решения, я это знаю. Поэтому вот эта карта и вышла. Иногда она выходит для весов, потому что вам нелегко решиться на какие-то изменения. Вы не очень любите что-то менять. Конечно, вам хочется, но только на уровне грез, но не на уровне действий. Поэтому помните, что ваши действия могут что-то изменить. Не только ваши мысли. Мысли поменяют ваше состояние и дадут вам готовность и вдохновение. А вот действия приведут к исполнению желаний и достижению чего-то и к переменам. К переменам, которые по этой карте вы хотите увидеть. Водолей. У вас неделя, в которую вы будете получать интересные новости, известия, знания, сообщения. Эти сообщения вас немножко успокоят. Такое ощущение, что до этого вы за что-то переживали. Вы переживали, и тут, так как это рыцарь Пентаклей, это связано было с материальными делами. Тут что еще? Первую и самую такую яркую ситуацию я вижу, что вы кому-то одолжили деньги. Это мужчина. Вот тут вижу мужчину, которому вы одолжили деньги. Для некоторых из вас я знаю, что это вы узнаете свою ситуацию. И деньги не были возвращены вам вовремя. И вы переживали за это. Так вот, вы можете успокоиться, в ближайшую неделю деньги должны к вам вернуться. Рыцарь Пентаклей – это мужчина. Мужчина старше 40, темный цвет волос, мужчина серьезный. Мужчина, знающий, чего он хочет. Это стихия Земля, это могут быть тельцы, девы и козероги. Кстати, если это дева, например, если это мужчина-дева, то действительно произошло что-то экстраординарное, почему он не отдал деньги. Вот уже козероги и тельцы – это немножечко другое. Так вот,
если говорить о материальных вещах, я вот эту ситуацию увидела самой яркой, и я ее озвучила. Также вас могут ожидать встреча с этим мужчиной. Девочки, вот тут и для тех, кто в поиске или в ожидании, на вас обратит внимание вот такой вот мужчина. Если вы старше 40, он будет вашим ровесником, может быть на год старше, на год-два старше. Если вы младше 40, он однозначно будет старше вас. Так я хочу сказать, он обратит на вас внимание, он смотрит на вас и по этой карте, куда смотрит всадник. И, соответственно, может даже предложить встретиться. Мужчина серьезный. Поэтому, если понравится, тут же еще есть элемент, понравится ли вам. Меня всегда спрашивают, вот там где-то идешь куда-то на какую-то встречу с друзьями, со знакомыми, и кто-то обращает на тебя внимание, и тебе уже тут же подружки, друзья, мол, Жень, вот он обратил на тебя внимание, вот посмотри, посмотри. Ну вот смотришь, а мне никак, например. Ну что я могу делать? Ведь это же как бы, я же как бы чувствую человека, и для меня это никак. Поэтому я говорю, если вам человек понравится, ведь у вас же тоже есть определенный вкус и определенные пожелания в эту сторону. Для всех остальных встреча с этим мужчиной может решить какие-то интересующие вас вопросы. Если рассматривать эту карту не как карту двора, то неделя, в которую будет приходить определенная уверенность в своих силах. Видимо, вы начали двигаться, начали что-то делать, и вот процесс принесет вам еще больше уверенности, улучшения и вот этой стабильности. У вас довольно-таки стабильная неделя. Ну и общий совет для стихии воздух. Ожидайте прорыва. Тут вот для весов этот прорыв возможен только если вы будете действовать. Дело в том, что я вижу, что близнецы и водолеи и так действуют, и так что-то делают для того, чтобы изменения пришли. А вот близнецам обязательно нужны действия для перемен, которые вы бы хотели увидеть в вашей жизни. Да, у вас грядут большие перемены, но связаны они только с вашими действиями. Только результатом ваших действий может быть прорыв. Но он возможен, и он очень ярко просматривается в ближайшую неделю. Ну что? Загадываем желание, думаем о цели и, конечно, задаем вопрос. Посмотрим, что же дополнительно посоветует нам послание стихий и, конечно, что же произойдет с вашим желанием, по крайней мере, в ближайшую неделю. Так как я каждую неделю делаю такие расклады, вы можете отследить, что же происходит с вашим желанием, если оно еще не исполнилось. Ну что, близнецы? Мои дорогие близнецы, вам не хватает знаний и не хватает умения для исполнения вашего желания. Видимо, все-таки ваше желание зависит от каких-то факторов, в которых присутствуют знания. Обучение и знания. Карта говорит, вам надо еще подучиться и еще набрать информации, получить информацию для того, чтобы точно знать, каким образом исполнить ваше желание и быть уверенным, что желание исполнится. А вот и то же самое для целей. А вот если говорить о вопросах, ответ на вопрос будет положительным в вашу пользу. И, скорее всего, этот ответ вы получите через социальные сети, интернет или мессенджеры, не лично. Вот это то, что я увидела здесь. Весы.
Ну что, мои дорогие весы, вы, понимаете, вы хотите удовольствия, вы хотите получить удовольствие от вашего желания, но тут получается так, прежде чем получить, вы должны подарить, вы должны отдать. И вы должны отдать что-то для того, чтобы это удовольствие, исполнение желания к вам пришло. Помните об этом. Точно так же я хочу, еще не точно так же, простите, еще я хочу сказать, вам не хватает уверенности в себе для того, чтобы исполнить ваше желание. Без уверенности, что желание исполнится, оно вряд ли исполнится. Наберитесь уверенности в себе, начните действовать, обязательно действовать, и тогда ваше желание исполнится. Ответ на вопрос, который вы задавали, может не прийти, может потребоваться какая-то дополнительная информация для того, чтобы вы получили ответ на ваш вопрос. Водолеи, вам нужно меньше рассказывать о вашем желании и о своих планах людям вокруг. Быть, да, более закрытым. Потому что тут получается, что когда вы говорите людям, люди разные, я не говорю, что все, люди разные, у каждого свое мнение, и именно чужие мнения могут помешать исполнению вашего желания. Не потому, что люди будут мешать, а потому что в вашем подсознании вырабатываются именно реакции на мнение других людей. Также по пажу воздуха, воздух это мечи, это вы, тут еще помешать исполнению желания может что-то из прошлого. Какие-то опыты, какие-то люди из прошлого, их мнения могут помешать. И опять же, по той простой причине, что ваше подсознание будет это воспринимать и культивировать. Поэтому старайтесь, пока не начало исполняться ваше желание, не начали происходить те изменения, которые вы бы хотели, старайтесь именно ваши планы держать при себе. И, конечно же, отпустите прошлое. Кстати, ответ на вопрос, который, если у некоторых, кто и задавал вопросы, ответ на вопрос вы можете найти в прошлых опытах. Вам даже не надо ожидать ничего нового. Вспомните что-то, что касается вашего вопроса, и вы найдете ответ на ваш вопрос. Ну вот, стихия воздух. Такая интересная неделя. На сегодня все. Подписывайтесь на канал, если вы еще этого не сделали. Нажимайте колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео, которые выходят каждый день. Именно советы выходят каждый день, а иногда еще и дополнительное видео на интересные темы. Ставьте палец вверх, это ваша благодарность, это помогает моему каналу продвигаться и, конечно же, большему количеству людей получить помощь, которую я пытаюсь оказать вам через вот такие видео. На сегодня все. Я желаю вам счастья по умолчанию. Помните, счастье – это состояние души. И оно не зависит ни от каких внешних обстоятельств. Если вы решите быть счастливыми, вы ими будете. С вами была Женя. Увидимся очень скоро. Я люблю вас, мои дорогие. Пока.